В 2017 году в абсолютной тишине одной из парижских научных лабораторий группа ученых, работавших в рамках международного проекта Scan Pyramids, замерла, не сводя глаз с экрана компьютера. Это были не археологи в пыльных шляпах и не романтические искатели древних тайн с кирками в руках, а физики-ядерщики и специалисты по космическим лучам. Их основным инструментом были не лопаты и кисточки, а мионные детекторы, сложнейшие высокоточные приборы, способные улавливать субатомные частицы, рожденные в хаосе умирающих звезд за миллионы световых лет от Земли. Эти частицы, называемые мионами, непрерывным потоком обрушиваются на нашу планету, прошивая ее словно дождь из невидимых игл. Они проходят сквозь здания, горные массивы и, как неожиданно выяснилось, сквозь египетские пирамиды. Анализируя траекторию движения и количество мионов, прошедших через каменную массу, ученые могут создавать трехмерную карту плотности объекта, фактически заглядывая внутрь сооружения так же, как рентген позволяет врачу увидеть кости человека. И вот, после месяцев непрерывного сбора данных и бесконечных вычислений, компьютер наконец выстроил изображение того, что скрывается внутри величайшего из чудес света — пирамиды Хеопса. Исследователи не обнаружили ни золота, ни саркофагов, ни проклятых артефактов из легенд. Они увидели нечто куда более тревожное и одновременно необъяснимое — пустоту. Огромную, зияющую пустоту в самом сердце Великой пирамиды, именно в том месте, где, согласно всем существующим чертежам, моделям и теориям, ее быть не должно. На протяжении 4500 лет миллионы туристов, исследователей, грабителей и ученых проходили буквально в нескольких метрах от нее, не имея ни малейшего представления о ее существовании. Это была не крошечная тайная комната и не узкий забытый коридор, оставленный строителями. Данные, перепроверенные трижды независимыми научными группами из Франции, Японии и Египта, указывали на наличие чего-то поистине колоссального. Полости, сопоставимой по размерам с пассажирским самолетом Airbus на 200 мест. Ее длина составляла не менее 30 метров, а высота достигала нескольких этажей, и располагалась она прямо над знаменитой Большой галереей, грандиозным наклонным коридором, ведущим к усыпальнице фараона. Прежде чем перейти к основной части, мы хотели бы попросить вас о небольшой поддержке. Лайк и подписка будут для нас лучшей благодарностью. Спасибо. После официального объявления об открытии мировые средства массовой информации буквально взорвались заголовками, а египтологический мир раскололся на два непримиримых лагеря. Одни, затаив дыхание, говорили о величайшем открытии 21 века, о возможности обнаружения настоящей нетронутой гробницы Хеопса, скрытой за продуманной системой ловушек, ложных камер и обманных коридоров. Другие же, во главе с бывшим всесильным министром по делам древностей Захи Хавасом, с яростью заявляли, что никакого открытия нет, что речь идет всего лишь о неверной интерпретации данных, о совокупности мелких пустот, трещин или разной плотности камня. Однако вопрос так и остался висеть в воздухе, холодный и пронзительный, словно сквозняк в древнем склепе. Что, если величайший монумент на планете, единственное из 7 чудес света, дожившее до наших дней, все это время скрывал свою главную тайну буквально у всех на виду, что находится в этой гигантской, герметично запечатанной со всех сторон полости? И почему древние строители приложили поистине нечеловеческие усилия, чтобы никто и никогда, ни при каких обстоятельствах не узнал о ее существовании? Но чтобы по-настоящему понять, почему эта пустота внутри Великой пирамиды вызывает такой шок и почти мистический трепет, необходимо сначала обратить внимание на другие, не менее загадочные находки, сделанные в песках Египта.
Давайте вспомним 9 других невероятных открытий, обнаруженных в египетских гробницах и храмах, чтобы в финале вернуться к главному герою нашей истории и попытаться приблизиться к разгадке его тайны. Начнем этот путь с предмета, который на первый взгляд кажется совершенно простым и непримечательным. Не золотая маска и не гигантский саркофаг, а всего лишь небольшой фрагмент металла. В 1837 году британский полковник и исследователь Говард Вайс, человек с крайне неоднозначной репутацией, проводил свои изыскания внутри Великой пирамиды. Вайс был амбициозен, нетерпелив и не отличался особым почтением к древностям. Он без колебаний использовал порох, чтобы пробивать себе путь сквозь тысячелетнюю кладку, за что его имя до сих пор вызывает раздражение у многих египтологов. Однако именно его варварские методы привели к поразительному открытию. Во время расчистки южной шахты, ведущей из камеры царя, рабочие под его руководством обнаружили нечто, замурованное прямо в каменной кладке. Это был небольшой железный лист размером примерно 26 на 9 сантиметров и толщиной всего в несколько миллиметров. На первый взгляд, ничего особенного. Но проблема заключалась в том, что Великая пирамида была построена около 2560 года до нашей эры, в самый расцвет Бронзового века. Люди той эпохи могли возводить циклопические сооружения, обладали глубокими знаниями в математике и астрономии, но в металлургии их возможности ограничивались медью и бронзой. Железный век в этом регионе наступит почти на 2000 лет позже. Найти обработанный железный предмет внутри оригинальной запечатанной кладки пирамиды все равно, что обнаружить микросхему в стене средневекового замка. Этого просто не могло быть. Скептики немедленно обрушились на Вайса, обвинив его в подлоге ради славы. Учитывая его сомнительную репутацию, обвинения выглядели убедительно, и на долгие десятилетия железная пластина была объявлена фальшивкой. Однако в 1989 году ученые Британского музея провели новый, гораздо более тщательный анализ артефакта, и его результаты ошеломили всех. Металлографическое исследование показало, что пластина действительно древняя, а на ее поверхности были обнаружены микроскопические следы позолоты, указывавшие на ее ритуальное, а не бытовое назначение. Это был не потерянный инструмент рабочего, а ценный предмет. Позднее, уже в 21 веке, анализ с применением масс-спектрометрии подтвердил самое главное — пластина была изготовлена не из метеоритного железа. Египтяне действительно иногда находили метеориты, считая их дарами небес, и выковывали из этого металла кинжалы и амулеты. Однако метеоритное железо легко опознать по высокому содержанию никеля. В данном образце никеля практически не было. Это означало, что металл был выплавлен из руды при температуре свыше 1500 градусов. Технологии, которой, согласно официальной версии истории, у строителей пирамид не существовало. Так, что же это было? Неоспоримое доказательство того, что древние египтяне владели металлургией на 1000 лет раньше, чем мы считали, но по каким-то причинам держали это знание в строжайшем секрете. Или же фрагмент инструмента, или ритуального объекта, оставленного еще более древней цивилизацией, чьи знания египтяне лишь унаследовали. Маленькая ржавая пластина оказалась не просто артефактом, а настоящей трещиной в гранитном монолите привычной нам хронологии человеческой истории. Теперь перенесемся на несколько сотен километров к югу от Гизы, в Абидос, один из древнейших и самых священных городов Верхнего Египта. Именно здесь расположен заупокойный храм фараона Сети I, отца великого Рамзеса II. Этот храм славится своими барельефами, которые считаются вершиной древнеегипетского искусства. Они изящны, невероятно детализированы и прекрасно сохранились.
Однако на одной из массивных потолочных балок на высоте нескольких метров вырезано нечто, что резко выбивается из общего ряда и уже десятилетиями будоражит умы исследователей. Среди традиционных иероглифов, изображающих богов, птиц, змей и символы власти, отчетливо различимы фигуры, которые у любого современного человека вызывают стойкие ассоциации с боевой техникой XX века. Даже без специальной подготовки легко разглядеть объект, поразительно напоминающий боевой вертолет с четко очерченным корпусом, несущим винтом сверху и хвостовой балкой с рулевым винтом. Рядом находится нечто похожее на танк или самоходную артиллерийскую установку с башней и стволом, а чуть дальше — фигуры, которые интерпретируют как подводную лодку и нечто вроде самолета или дирижабля. Когда эти изображения в конце XX века впервые появились в прессе и интернете, они произвели эффект разорвавшейся бомбы. Сторонники теории палеоконтакта, утверждающие, что в глубокой древности Землю посещали инопланетные цивилизации, ликовали. Вот оно, прямое, высеченное в камне доказательство. Либо древние египтяне сами владели невероятными технологиями, либо видели их у своих богов, спускавшихся с небес на грохочущих машинах. Официальная египтология, разумеется, предлагает более прозаичное объяснение — palimpsest. Ученые утверждают, что это результат наложения двух разных надписей. Изначально на балке были вырезаны титулы Сети I, позднее, при Рамзесе II, их заштукатурили и поверх нанесли новые. Со временем штукатурка частично осыпалась, и два слоя символов наложились друг на друга, случайно образовав узнаваемые силуэты. Однако совпадения кажутся слишком точными. Почему подобные образы отсутствуют в других местах храма? Было ли это случайностью, или древний резчик действительно изобразил то, что видел? Храм Абидоса молчит, оставляя нас наедине с этими тревожными образами из будущего. Большинство мумий, выставленных в музеях, вызывают скорее научный интерес, чем страх. Но есть одна, от вида которой по спине пробегает холод. Ее официальное обозначение — «неизвестный мужчина». Но весь мир знает ее как «кричащую мумию». Она была обнаружена в 1881 году в царском тайнике в Дейр-эль-Бахри среди перезахороненных тел великих фараонов, включая Рамзеса II и Сети I, однако этот саркофаг резко выделялся на общем фоне. Он был простым, без надписей, и когда его вскрыли, исследователи отшатнулись. Внутри лежало тело человека с запрокинутой головой, широко раскрытым ртом и искаженным лицом, застывшим в вечной агонии. Его руки и ноги были связаны, тело завернуто не в льняные пелены, а в овечью шкуру, считавшуюся ритуально нечистой, а сама мумификация была выполнена грубо. Внутренние органы не извлекли, тело просто высушили в натре. Все указывало на намеренное унижение и лишение покойного загробной жизни. Современные исследования и ДНК-анализ позволили выдвинуть версию, что это мог быть принц Пентаур, сын Рамзеса II, участник заговора против собственного отца, которому позволили умереть, но подвергли высшей мере посмертного наказания, хотя некоторые судмедэксперты предполагают еще более страшный сценарий — погребение заживо. Далее история переносит нас к находке, ломающей привычные представления о символике власти. В гробнице царицы Яхотеп, матери фараона Яхмоса I, среди золота и оружия было обнаружено массивное ожерелье с 3 крупными золотыми мухами, высшей военной наградой Древнего Египта, символом ярости, настойчивости и неотступности в бою. Эти мухи были не украшением, а эквивалентом высших орденов за воинскую доблесть, свидетельством того, что женщина могла быть не только правительницей, но и полководцем. Затем мы спускаемся в подземные крипты храма в Дендере,
где на стенах изображены сцены, поразительно напоминающие технические схемы. Жрецы держат в руках продолговатые объекты, похожие на гигантские электрические лампы с колбой, цоколем в виде лотоса, извивающейся внутри змеей и отходящими кабелями, ведущими к некоему источнику энергии. Официальная наука называет это мифологией. Однако отсутствие копоти в глубоких подземных помещениях и поразительное сходство с газоразрядными трубками продолжает вызывать вопросы. Далее следует Серапеум в Саккаре. Подземный комплекс с гигантскими гранитными саркофагами весом до 100 тонн, идеально обработанными и подогнанными с точностью, недостижимой даже для многих современных технологий. Большинство из них были найдены пустыми, а один — незавершенным, словно брошенным в процессе работы, что породило версии о высокоразвитых, утерянных технологиях обработки камня. Невозможно обойти стороной и легенду о проклятии Тутанхамона. После открытия его гробницы в 1922 году последовала череда загадочных смертей, начиная с лорда Карнарвона, что породило миф о смертельной каре за нарушение покоя фараона, несмотря на попытки объяснить все совпадениями, инфекциями или плесенью. Затем история вновь возвращает нас в Великую пирамиду, к событиям 1993 года, когда инженер Рудольф Гантенбринк отправил в узкие шахты камеры царицы робота Упуаут II, который обнаружил запечатанную каменную дверцу с медными деталями. Позднейшие исследования выявили за ней вторую дверь и загадочные охристые знаки, но так и не дали окончательного ответа. Были ли это символические врата в загробный мир или часть неизвестной технической системы? И, наконец, мы вновь оказываемся перед главной загадкой — большой пустотой, обнаруженной в 2017 году. Гигантский герметичный объем, скрытый над большой галереей, сопоставимый по размерам с фюзеляжем пассажирского самолета, бросил прямой вызов классической египтологии. Среди версий — разгрузочная полость, тайная погребальная камера Хеопса или часть внутреннего строительного пандуса, использовавшегося при возведении пирамиды, однако ни одна из них пока не получила окончательного подтверждения. Египетские власти не разрешают инвазивные исследования, и потому Великая пирамида продолжает хранить свою тайну, напоминая, что чем больше мы узнаем о ней, тем отчетливее понимаем, как мало мы знаем на самом деле. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.